Привет, друзья! Вы на канале Фактограф. Сегодня мы поговорим о пещерах, самых известных, интересных и впечатляющих. Нигде в мире не существует двух одинаковых пещер. Природа постаралась, чтобы каждая из них была уникальна и неповторима. Хотите узнать, в каких пещерах текут реки, растут леса и кипит подземная жизнь? Где можно услышать волшебную музыку, сделать фантастические фото и притронуться к древней культуре? Оставайтесь с нами. Мы откроем вам занавес в притягательное и пугающее подземелье. Вы еще раз убедитесь, что настоящие чудеса создаются не человеческими руками, а естественным путем. Готовы погрузиться в мир загадок, тишины и волшебства? Представляем вашему вниманию 13 уникальных пещер, от которых захватывает дух. Поехали! Шкотянские пещеры, Словения. Прекрасное подземное царство, расположенное на юго-западе Словении, является самым настоящим чудом природы. Это одна из самых известных пещерных систем мира, которая входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Шкотянские пещеры представляют собой совокупность тоннелей и залов, простирающихся на 6 километров под землей. Образовались они благодаря местной речке под названием Река. Водное течение прорубило длинные извилистые коридоры в карстовых отложениях. Внутри есть около 30 красивых водопадов, множество провалов и воронок, соединенных между собой уникальными мостами, огромные необычные фигуры, образованные из сталактитов и сталагмитов. В карстовых пещерах расположен крупнейший подземный грот Европы – зал Мартеля и самый большой подземный каньон, глубина которого достигает 146 метров. Пещера Прая Накхон, Таиланд. Это карстовая пещера, что находится в национальном парке Кхао Сам Ройот, является одной из самых посещаемых достопримечательностей страны. Чтобы увидеть это волшебное место, нужно приложить немало усилий. Сначала проплыть на лодке, потом прогуляться по горной тропе и затем подняться по крутой лестнице. И вот вы на месте. Пещера Прая Накхон. Пещера Прая Накхон расположена внутри горы, в которой под воздействием природы провалился свод. Сквозь отверстие пробивается солнечный свет, освещая маленький храм, уникальный павильон Куха Карухас. Он был возведен в 1890 году по приказу короля Сиама Чулаланкорна Рамы V. Внутри пещеры много растительности, а также сталактитов, напоминающих застывшие водопады. Жители Таиланда считают пещеру Прая Накхон священным местом. Финглова пещера, Шотландия. На необитаемом островке Стаффа вы найдете одну из самых необыкновенных пещер на свете, вымытую в скале морскими волнами. Стены пещеры состоят из базальтовых колонн шестигранной формы высотой до 20 метров. Они сформировались естественным путем, потоками древней вулканической лавы и бурными водами моря. Свод, напоминающий купол, наделил Финглову пещеру фантастической акустикой. Поток воздуха, попадая внутрь, задерживается в пещере на несколько секунд и превращается в звук. Здесь вы услышите мелодию природы и почувствуете себя словно в соборе. За причудливо преображенные звуки это место называют «пещера мелодий». Поющие чудо природы посещали такие известные люди, как Вальтер Скотт, Жюль Верн, королева Виктория и другие. Пещера Вайтома, Новая Зеландия. На северном острове в Новой Зеландии находится главная достопримечательность страны – пещера Вайтома. Внутри древней пещеры есть несколько залов, обширная система подземных рек, фантастические природные образования, столбы и колонны. Но всемирную популярность этому месту принесла не архитектура, а его маленькие обитатели – люминесцентные светлячки. Колонии этих насекомых размером с комара имеют способность светиться зелено-голубым светом. Так они заманивают жертв в свою паутину, свисающую с потолка, словно ожерелье. Этот вид светлячков водится только в Новой Зеландии, в основном в пещере Вайтома. Покрывая стены и свод, светящиеся насекомые создают особенную атмосферу. Тысячи ярких крохотных точек напоминают мерцание звезд на ночном небе. Вайтома является единственной в мире пещерой с естественным освещением. Пещера гигантских кристаллов, Мексика. В 2000 году посреди мексиканской пустыни Чиуауа местные шахтеры открыли сказочную пещеру. В горе Найка на глубине 300 метров под землей они нашли скопление самых больших в мире природных кристаллов.
Эта полость, напоминающая лабиринт, на протяжении нескольких сотен тысяч лет была заполнена водой. За это время в насыщенной минералами воде из природного селенита образовались кристаллы. Эти прозрачные лучи достигают до 15 метров в длину, более 1,5 метра в диаметре и весят не менее 50 тонн. Они выглядят как огромные цилиндры или прямоугольники белого, желтоватого или розового цвета. Внутри пещеры температура воздуха достигает плюс 50 градусов Цельсия, влажность более 90%. Эти факторы, а еще излишняя хрупкость кристаллов затрудняют исследование этого места и делают его непригодным для туризма. Мраморные пещеры, Чили. Одно из красивейших мест нашей планеты расположилось на границе Чили и Аргентины. Здесь, в глубоком ледниковом озере Лаго Дженерал Каррера, находится лабиринт фантастических геологических образований – мраморных пещер. Первозданные сине-голубые скалы завораживающе переливаются в кристально чистых водах, играя бликами на плавных изгибах. Что это, если не рай на земле? Колонны, туннели и другие рельефные образования мраморного собора сформировались на протяжении последних 6000 лет под воздействием волн. Сам же пещерный лабиринт состоит из известняка, а мраморным его называют из-за сходства с мрамором по текстуре и цвету. На небольшом прогулочном катере можно прокатиться по лабиринту и насладиться этим лазурным великолепием. Пещеры Аджанты, Индия. Это древнейший буддийский комплекс, который состоит из 30 восхитительных храмов и монастырей. Он находится в штате Махараштра, на берегу реки Вахгора, на высоте 75 метров над водой. Пещеры были вырублены буддийскими монахами в подковообразной базальтовой скале. Внутри залы украшены старинными фресками, наскальными скульптурами, картинами, а также детальными иллюстрациями притчи о жизни Будды. Здесь повсюду царит спокойная и безмятежная обстановка, которая идеально подходит для религиозных занятий. Более 2000 лет пещеры Аджанты хранят тайны древних буддийских поселений. Ученые считают, что в Древней Индии эти каменные стены служили убежищем для монахов и местом отдыха торговцев и паломников. Сейчас комплекс пользуется всемирной славой и популярностью у туристов. Пещера Айсризенвельд, Австрия. Знали ли вы, что самая большая в мире ледяная пещера находится всего в 40 километрах к югу от Зальцбурга? Она расположена в австрийских Альпах внутри горы Хохкогель на высоте более 1000 метров. Общая длина пещеры составляет 42 километра, а само название Айсризенвельд переводится с немецкого как «мир ледяных гигантов». Для туризма открыт лишь первый километр пещеры, но этого будет достаточно, чтобы погрузиться в совершенно другой мир. Внутри холодного замка вы увидите гигантские айсберги, замерзшие водопады, ледяные тоннели. Эти поразительные красоты создавались природой на протяжении тысячелетий. Таяние снега, потоки воздуха и воды сотворили чудесный ледяной дворец. Температура воздуха здесь не поднимается выше нуля, и лед никогда не тает. Айсризенвельд принимает гостей с мая по октябрь, так как в зимние месяцы повышается опасность схода лавин. Пещера тростниковой флейты, Китай. На склоне горы Гуанминшань в скале под названием Камышовая флейта спрятана самая живописная пещера Китая. Пещера тростниковой флейты или Дворец естественных искусств изнутри похож на неоновую сказку. Она оборудована искусственным освещением, которое волшебно подчеркивает скальные образования. Кроме того, подземное озеро пещеры создает эффект зеркала, завораживая отражением каждого посетителя. Эта пещера возникла много веков назад. Самые давние надписи в ней датируются 792 годом нашей эры. Раньше на этом месте был океан, но вода отступила, и на поверхность поднялись эти удивительные ущелья. У входа пещеры растет огромное количество тростника, который используется для изготовления флейт и других небольших духовых инструментов. Соответственно, так и возникло такое поэтическое название пещеры. Пещера Тамлот, Таиланд. Крупная пещерная система находится в провинции Мэхонгсон и занимает в длину почти 1,5 километра. Тамлот представляет собой просторный извилистый тоннель, по дну которого протекает река Ланг.
Кроме самого туннеля, здесь есть еще 3 больших сухих пещеры, расположенных на несколько уровней выше русла реки. В пещерах очень темно, и разглядеть что-то можно лишь с мощной газовой лампой гида. Экскурсия состоит из пешеходной и водной части. Поездка по воде на шатком бамбуковом плоту дарит вкус настоящих приключений. Кроме того, в горной реке очень много рыбы, которая периодически выпрыгивает из воды. В верхних залах не менее интересно. Сталактиты и сталагмиты различных причудливых форм и расцветок, наскальные рисунки, захоронения древних людей. Пещера Бенагил, Португалия. Южная провинция Португалии, Алгаври, славится своими пляжами и прибрежными формациями. Но именно пещера Бенагил покорила миллионы сердец. Одну из самых потрясающих природных достопримечательностей веками вытачивали в золотистых скалах волны и ветер. Удивительный грот прячет внутри своих стен живописную бухту с мелким песком и кристально чистой водой. Сквозь отверстие в потолке пещеры пробивается солнце, освещая секретный пляж. Здесь настолько чудесно, что просто захватывает дух. Добраться к пещере можно лишь морским путем, на лодке или катере. Несмотря на то, что в 300 метрах от сказочного грота находится пляж, плыть к нему самостоятельно не стоит. Из-за частых штормов и острых скал это может быть опасно. Пещера Шондонг, Вьетнам. Это самая большая пещера в мире, в которой запросто поместится здание в 40 этажей. Внутри она выглядит как огромный замок. Порядка 150 пещерных залов, несколько из которых достигают до 200 метров в высоту. Это как будто отдельный подземный мир. Пещера наполнена независимыми экосистемами и бесподобными геологическими образованиями. Здесь есть подземная река, растут полноценные деревья, светит солнце сквозь проломы в своде, живут летучие мыши и даже редкие виды птиц. Тут даже есть облака, образованные от конденсата. Но самое поразительное, что такая гигантская пещера была обнаружена случайным прохожим лишь в 1991 году. Несмотря на то, что, по оценкам ученых, пещера Шондонг образовалась около 5 миллионов лет назад под продолжительным разрушительным воздействием водных потоков. Пещеры Батул, Малайзия. Этот огромный пещерный комплекс, посвященный индуистским святыням, ежегодно посещают несколько миллионов людей. Он находится в 13 километрах от Куала-Лумпура, в лесных известняковых утесах. Достопримечательность состоит из множества холмов разного размера с глубокими внутренними образованиями. У подножья самой высокой горы стоит 43-метровая статуя Муругана, бога войны. К пещерам ведет длинная лестница с 272 ступенями. Из 30 пещер для широкой публики доступны лишь несколько. Самая впечатляющая из них – это храмовая пещера. Здесь есть архитектурные колонны, высокие сталактиты и сталагмиты, индуистские реликвии. Пещера Бату существует более 400 миллионов лет. В древние времена они служили убежищем для местных племен. Сегодня это действующий храм, куда регулярно прибывает огромное количество паломников. Это была подборка самых интересных пещер во всем мире. Какую из них вы бы с удовольствием посетили? Делитесь с нами в комментариях.